В этом видео я хочу бесплатно поделиться с вами своей здоровой версией интервального голодания. Возможно, вы не раз слышали и видели, как люди благодаря интервальному голоданию становились красивее и здоровее, как внешне, так и внутренне. Больные, которым уже не надеялись помочь, были излечены. Диабетики, наконец, смогли стабилизировать свой уровень сахара в крови и инсулин. Люди с гипертонией смогли контролировать свое давление без каких-либо лекарств и побочных эффектов. Полные люди, которые годами боролись с лишним весом и уже собирались лечь на операцию, наконец-то смогли влезть в свою любимую одежду. Сколько жировых гепатозов было вылечено, сколько триглицеридов снизилось, сколько лиц помолодело без операций, сколько больных Альцгеймером и раком поправились благодаря чуду аутофагии. Поэтому с уверенностью могу сказать вам, среди всех факторов, способствующих укреплению здоровья, интервальное голодание занимает первое место в этом списке, и до сих пор ничто не смогло его заменить. Но прямо противоположно этому, частое питание в течение дня и перекусы – это самое вредное, что вы можете сделать для своего здоровья. Перед началом этого видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, обязательно поставьте колокольчик на все уведомления. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, а также поделиться ссылкой на это видео с другими, особенно в семейных чатах. Это ваш вклад в повышение осведомленности и здоровья нашего общества. Благодарю вас. Теперь, когда я определил цель, нужно также избавиться от страха. В интервальном голодании существует 3 основных страха, из-за которых некоторые люди теряют мотивацию заниматься этим. Первый страх заключается в том, что если мы не едим, то как будто морим свой организм голодом. Но на самом деле это не так, и когда вы не едите, ваш организм все равно питается. Ваш организм, в конце концов, может питаться вашими жировыми запасами, которые вы накапливали годами. То, что вы на самом деле делаете, это, наконец, позволяете своему телу самому решать, когда ему нужна еда. Второй страх связан с питьем воды, приемом лекарств и витаминов. В моей здоровой версии интервального голодания не только разрешается пить воду, но я даже рекомендую это делать. Вы также можете принимать свои лекарства. Принимайте и свои витамины и минералы. Даже чашка чая или кофе не выведет вас из состояния голода. Третий страх связан с использованием сахара в качестве топлива, потому что при интервальном голодании источник энергии вашего организма меняется с сахара на кетоны. Это напрасно беспокоит многих, ведь большинство тканей вашего организма могут работать на кетонах, и только некоторые из ваших тканей нуждаются в глюкозе. Вот почему в нашем организме существует такое явление, как глюконеогенез. Это означает образование новой глюкозы. То есть, если вашему организму все же понадобится глюкоза, он сам ее произведет из жиров, кетонов и даже из белков. Поэтому это беспокойство совершенно не обосновано. Итак, как же правильно начать здоровую версию интервального голодания? Как следует из названия, первое, что вам нужно сделать, это отказаться от привычной системы питания, то есть от завтрака, обеда, ужина и перекусов между этими 3 приемами пищи. Вместо этого у вас будет 3 приема пищи в день. Постепенно вы дойдете до основной цели – 2 приемов пищи в день. Если захотите, вы даже можете перейти на 1 прием пищи в день. Итак, что и когда есть? Чтобы все было проще, представьте себе 1 день. Утром, когда вы просыпаетесь, не завтракайте, а переносите свой завтрак ближе к обеду. В идеале ваш первый прием пищи будет в полдень. Это примерно в 12 часов или в час дня, чтобы дать организму достаточно времени для отдыха. Ешьте до полного насыщения те продукты, о которых я расскажу чуть позже. Затем, если есть возможность, до 2 приема пищи ничего не ешьте. Второй прием пищи должен быть между 5 и 7 часами вечера. Снова ешьте до полного насыщения, но после этого до следующего дня ничего не ешьте. Вот так просто вы будете поститься 17-18 часов и действительно активируете аутофагию. Сейчас вы, возможно, думаете, что поститься 18 часов очень сложно, но на самом деле это легко. Кроме первых 2-3 дней никаких трудностей не будет. Потому что вы едите такую пищу, которая не вызывает у вас голода между приемами пищи.
То есть вы избавляетесь от ложного аппетита без лекарств. И 7-8 часов из этого времени вы спите как ребенок благодаря снижению кортизола. А когда вы просыпаетесь утром, поскольку накануне вы не ели углеводы, ваш уровень сахара в крови стабилизирован, поэтому ложного чувства голода утром тоже не будет. Ну а теперь, какие продукты вы можете есть? От зелени до овощей, таких как салат, капуста, брокколи, брюссельская капуста, спаржа, сельдерей, шпинат, а также огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и грибы. В моей здоровой версии вы также можете есть морковь и свеклу. Используйте авокадо, сыр, оливки и оливковое масло, чтобы сделать ваш салат вкуснее. Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, обратите внимание на крестоцветные овощи. Термическая обработка помогает. Если у вашего организма есть склонность к образованию камней в почках, ограничьте употребление шпината. Для приготовления пищи используйте такие масла, как оливковое экстра-вирджин, кокосовое масло и животные жиры. Как животные жиры, так и чистое сливочное масло хорошо переносят высокие температуры и гораздо полезнее воспалительных масел, таких как подсолнечное, соевое, кукурузное и канола. После овощей вам также нужен белок. Его количество зависит от вашего веса и возраста и варьируется от 85 до 220 граммов. Если вы молодые и ведете активный образ жизни, вам потребуется больше белка. На мой взгляд, размер вашей ладони может быть ориентиром для необходимого количества мяса. А какой именно белок? Различные виды мяса, выращенного на натуральных кормах, такие как говядина, баранина, курица, индейка и тому подобное. Деревенские яйца или другие морепродукты и рыба, выловленная в дикой природе, от форели до лосося, моллюсков, креветок и так далее. 2 раза в неделю ешьте печень. Это может обеспечить вас множеством питательных веществ, витаминов и минералов в их активной форме, которые будут усваиваться в нашем организме в сотни раз быстрее и лучше. Орехи и ореховые пасты, шоколад с содержанием какао от 85% и выше, а также даже сливочные десерты, приготовленные на миндальной или кокосовой муке и подслащенные настоящей стевией, могут сделать интервальное голодание для вас более приятным и вкусным. И, конечно, все, что приносит вам удовольствие, вы будете продолжать делать. Теперь, когда вы узнали мой здоровый вариант интервального голодания, вы также можете бесплатно ознакомиться с моими кето и карнивор версиями и выбрать одну из этих 3. И не пропустите новое видео, которое я недавно выложил ниже. Не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно отправьте ссылку своим близким.